Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Азамель, и сегодня у нас очередной мукбанг. Опять жиру суши с Филадельфией люкс, но здесь мидии, мне захотелось мидии, и вообще штучка, которая давно у нас на канале не была, это суши-бургер. Они у нас были, но очень давно. Давайте начнем с мидий, я их давно не ела. Ох. Приятный соус, состоящий не только из майонеза, где-то чувствуется. Давайте еще бургер попробуем. Он с лососем, поэтому решила взять. На самом деле здесь очень много риса и темпуры. Но так как с лососем решила взять. С ореховым соусом в самый раз. Будем отвечать сегодня на ваши вопросики. То у меня нет вопросов, на которые я могу ответить, то их очень много. Сейчас я просто скриню, что успеваю. Если на какой-то вопрос не ответила, но по вашему мнению он очень интересный, то дублируйте. Итак, давайте попробуем, посмотрим наши комментарии. Сначала начнем со старых, которые остались. Задает вопрос Яна Божок. Яна, тебе привет. Что бы ты выбрала? Жить в нищете, но с любимым человеком, или в богатстве, но в одиночестве? Я думаю, что здесь ответ очень банальный. Конечно же, как бы ответили все из девушек. Что, конечно же, в нищете, но с любимым человеком. Но, к сожалению, в жизни все не так банально. Я не знаю, насколько вы можете поверить в мою искренность, потому что любой бы так ответил, но я скажу, даже в меньше, чем в 50% случаев, это ложь. Я сейчас не буду говорить, конечно, подробности, но есть у меня знакомый, который при деньгах, и я вижу, как можно покупать людей. Вот честно. Не то, чтобы прям конкретно дать деньги и купить, но как люди ведутся на это, и как нелюбимый человек с деньгами может превратиться в любимого. Поэтому я бы, конечно, выбрала бы... Ну, знаете, нищета меня как-то не пугает. Во-первых, я не из такой богатой семьи. И как-то, знаете... Какая маленькая медиа. Не из такой богатой семьи. Но человек, который хочет чего-то добиться, там, я не лентяй в смысле работы. Допустим, когда я еще была не замужем, в детстве меня всегда называли лентяйкой. Но это было в домашних делах. Я не любила убираться, там, мыть посуду и так далее, но если речь шла о работе, о университете или об учебе, я всегда была самая активная, одна из тех, которая работает больше всех. Поэтому мне, в принципе, не нужны чьи-то деньги. И, во-вторых, я это не только, скажем, от гордости говорю, а от того, что я открыто понимаю, что
Если, например, человека не будет рядом с тобой, то ты ничто. Или, допустим, ты в богатстве с нелюбимым человеком. Во-первых, ты несчастлив. Во-вторых, завтра денежек не будет. И все. Ты ничего из себя не представляешь. Просто я очень много людей видела при деньгах, которые реально из себя ничего не представляют. Вообще, когда строите жизнь, нужно его строить не с богатым, а наоборот, с человеком, который работает, любит работать. Потому что даже если ты обанкротишься, даже если в жизни будет период какой-то не такой, человек, который работящий, он найдет выход и все исправится. Но человек, который в жизни ничего не меняет, сидит на диване и говорит, что нет работы, что делать, с таким человеком далеко не уйдешь. Короче, я за то, чтобы жить в нищете с любимым человеком. Я думаю, что жить в нищете тоже может быть весело. Даже в трущобах жить может быть весело, потому что это где-то внутри тебя. Видела очень много людей при деньгах несчастливых. Почему? Не потому, что у них какая-то трагедия в жизни. Такие тоже есть, и немало, но я не про это. А потому что в жизни нет никакой цели. Всегда вообще есть такое слово «недозарабатываете». То есть если у вас будет все, то у вас не будет цели, и жизнь без цели, она какая-то скучная и бессмысленная. Здесь есть еще вопрос. Наида Маликова задает вопрос. Наида, тебе привет. Ответь, пожалуйста, веришь ли ты в дружбу парня и девушки? Ну, смотрите, ребят, в дружбу парня и девушки можно поверить только до поры и до времени, потому что, допустим, кстати, в сильную дружбу я не верю. Прям не разлей вода, дружбу я не верю. Но может быть такая обычная дружба, потому что я тоже училась там в школе, в университете, у меня тоже были друзья, подруги, но чтобы прям так тесно с ними общаться, я не общалась. Но в такую дружбу верить можно. Но это лично мое мнение. Я знаю полно людей, у которых, как-то, знаете, для них это дико. Ну, для меня не дико, как бы, да, у каждого свое мнение. Но до поры до времени, потому что теперь, допустим, сейчас у меня нет никаких друзей. И, во-первых, я не работаю. Во-вторых, даже если бы работала, думала, чтобы не было. Потому что я бы тоже, например, сама не приняла бы какую-то подругу, там, друга, девушку у своего мужа. Я бы не приняла. Поэтому я даже не о себе думаю, в смысле, что у меня будет друг. Я думаю с другой стороны. Я думаю, что также может чей-то муж там не принять друга или там та же жена может не принимать подругу мужа. Поэтому для меня не существует. То есть до поры до времени, в какой-то период, может быть в школе, может быть в университете, какой-то друг, но не очень близкий. В очень близкую дружбу я вообще не верю.
Там, кстати, был вопрос прям... Я могу связать эти два вопроса. Сейчас. У меня там одна девочка спрашивала, ну иногда такие вопросы, на которые, ну вот смотришь, думаешь, что ответить, а потом думаешь, нет, давай отвечу, вроде человек там постарался, задал вопрос. Ну вот кто-то писал, вот Алсу, Мэви, привет, крутое видео, Алсу, тебе привет. Как относишься к изменам? Можешь, пожалуйста, порассуждать на эту тему. Ну как можно относиться к изменам? Я не понимаю. Еще был вопрос, как относишься к токсичным людям. Я не знаю, отвечала на этот вопрос или нет, но я его заскринила. Может быть, открою тему. Но вот, ребят, как можно относиться к токсичным людям? Или как, например, можно относиться к изменам? Ну, конечно, плохо. Я это к чему? К тому, что, например, может быть, некоторые люди спокойно принимают друга или подругу своего супруга, да, или супруги. Я не такой человек. И к изменам я, конечно же, отношусь вдвойне плохо, чем какой-нибудь обычный человек бы отнесся. И я не думаю, что кто-то к этому может как-то хорошо относиться. Потому что это предательство. Мне очень жаль, если кто-то в жизни с таким встречался. Может быть, я слишком ревнивый человек, но какая есть. Еще есть вопросы. Вопрос был задан в Инстаграме, но я хочу ответить на него, потому что я обещала, что в Ютубе отвечу. Так, Нес, не знаю, может быть как-то, но она, кажется, азербайджанка. Тебе привет большой, надеюсь, ты узнаешь свой комментарий. Было ли такое, что окружающие говорили, что у вас ничего не получится? И общаетесь ли вы до сих пор с одноклассниками? С одноклассниками, с некоторыми до сих пор общаюсь. Ну как общаюсь? У нас есть общение «Привет, пока». Но встречаться, к сожалению, не встречаемся. И насчет того, говорили ли мне, что у меня ничего не получится? Конечно, говорили. Это еще при том, что вообще мои окружающие, мои родственники, они ожидают от меня чего угодно. То есть знают, что там Маляй, например, придумает что-то, в ее голову всегда бредовые идеи какие-то залезают. Но тем не менее, мне говорили, что я мечтательница, у меня ничего не выйдет. И я очень рада, что все, что казалось им невозможным, кстати, мне тоже, я не переставала это хотеть, и это все случалось. По крайней мере, у меня нет такого, что я не знаю, что делать. Если я что-то не делаю, я знаю, что это моя вина, и нужно как-то по-другому. Поэтому не слушайте никого, если вам кто-то скажет, что у тебя ничего не получится. Причем мне это говорили с детства. Допустим, я в детстве очень хотела, у меня это, конечно, не получилось, но я думаю, что у меня может это получиться. Сейчас, допустим, те же самые родители мои или там бабушка, они бы сейчас 100% сказали, что да, теперь ты можешь. Я в детстве очень хотела поехать в Индию. И я всегда говорила в детстве, когда была маленькая, что вот я поеду в Индию, и надо мной все смеялись. Что вот, сейчас ты поехала туда и так далее.
Может быть, когда-то я туда поеду. Просто сейчас у меня такого желания нет, как в детстве уже было. Но это вполне реально. Еще, допустим, когда я только что сказала, что я была ленивая по дому. И всегда любила что-то придумывать, где-то что-то работать, но не убираться. Мне это казалось какой-то пустой тратой времени. И когда мне говорили, что ты будешь делать, когда у тебя будет свой дом, я говорила, что у меня будет помощница. И все опять надо мной смеялись, что да, мы тоже так говорили, вот. Но в итоге-то, смотрите, да, у меня нет помощницы, но если я очень сильно захочу, я могу это себе позволить, просто мне сейчас это не так нужно. Мы сейчас с мужем вместе работаем в одной квартире, в принципе, мы здесь в квартире находимся. И, в принципе, там что-то можем убрать. Но все равно моя жизнь не состоит из этого. Моя жизнь, и сейчас у меня тоже, кстати, так. Если я что-то убираю, есть люди-перфекционисты, я знаю, для которых вот уборка — это успокоение своих мыслей. У меня не так. Когда я убираюсь, у меня такое ощущение, что я трачу время зря. Я могла бы во время этого что-то другое сделать, но понимаю, что нужно, и поэтому делаю. Поэтому как-то так. Но если у меня вдруг будет работа, на которой я буду выходить, не знаю, утром, возвращаться вечером, то, не знаю, быть весь день там, тут, то почему бы нет? Я могу себе там, например, какую-то помощницу нанять, пусть помогает и так далее. Но моя мысль в том, что никого никогда не слушайте, даже если это ваши близкие и родные, потому что они не должны так говорить. Может быть, они очень хорошие люди, но говорить кому-то, что у тебя что-то не получится, если очень сильно захотеть, можно и космонавтом стать. Поэтому мы с вами прощаемся до следующих обзоров. Очень скоро встретимся. Всем удачи, всем пока, до следующих видео.